Привет, это канал MBS Electronics. Такая замечательная погода у нас сегодня, градусов 27. После последнего видео про генератор на Arduino, который можно управлять с компьютера через специальное приложение, мне стали спрашивать, а что, мол, приложение написано на Delphi, кто сейчас, мол, использует Delphi. Ну и я решил переписать это приложение на C#. Будет две версии. Версия на Delphi программы, версия на C#. Процесс переноса программы из Delphi на C# я разбил на 3 небольших видео, чтобы не делать одно длинное видео, потому что я там подробно рассказываю про то, как все это делается. Может быть, это будет полезно тем, кто хочет начать программировать именно на C#. Это язык перспективный. И в то же время он простой довольно и очень похож на Delphi. У этих двух языков один и тот же архитектор. Человек, который закладывал основы обучек Паскаля и Delphi и C#, это один и тот же человек. Поскольку на моем рабочем ноутбуке не установлена Visual Studio, это большая программа на самом деле. Visual Studio занимает, если устанавливать Visual Studio с поддержкой C#, то это несколько гигабайт, может даже около 10 гигабайт. На другом компьютере у меня установлена Visual Studio, а на моем рабочем основном компьютере ее нет. Там небольшой SSD диск, поэтому я не стал устанавливать Visual Studio. Мы с вами будем использовать довольно старую, но очень маленькую программку, которая мне очень нравится. Это программа, которая называется Sharp Develop. К сожалению, авторы забросили эту программу. В 2016 году вышла последняя версия. Но несмотря на то, что этот проект старый, программа старая, она очень подходит для вот таких небольших приложений, если вы хотите создать быстро какую-то программу, которая будет управлять вашей железкой на Arduino, да, какой-то. Ну, к примеру, вот такое небольшое приложение вполне, потому что дистрибутив весит всего 13 мегабайт. Наверное, если вы будете устанавливать Microsoft Visual Studio, то оно займет у вас вот столько же, только гигабайт. В принципе, нормальная среда для разработки небольших программ на C#. Это все прекрасно работает на современных версиях Windows. По-моему, там поддерживается Net Framework 4.5. В среде .NET там обратная совместимость. И, естественно, поддерживаются все вот эти более старые версии фреймворка. Поэтому никаких проблем нет. Просто если кто-то из вас хочет познакомиться с этим языком, понять вообще, нравится он вам или нет, хотите вы на нем программировать или нет, и потом, если да, если вам зашел этот C#, вы можете скачать уже Visual Studio и какие-то большие, там, серьезные приложения писать на нем. Для начинающих очень, мне кажется, прикольный вариант. Просто познакомиться с языком, попробовать что-то написать рабочее. И оно будет реально работать. И мало того, этот проект, который вы сделаете в Sharp Develop, потом вы сможете его прекрасно открыть в Visual Studio. Там файлы совместимы. В Visual Studio вы открываете это решение, этот solution, там совместимый формат файлов. Поэтому никаких проблем у вас не будет. Итак, друзья, Sharp Develop вы можете скачать по ссылке в описании. Дистрибутив весит всего 13 мегабайт. Скачиваете, устанавливаете, как обычно, и можно работать. И также все файлы нашего проекта, о котором идет сегодня речь, тоже можете скачать по ссылке с моего сайта. Советую также предварительно посмотреть предыдущее видео про этот генератор на Arduino, чтобы понимать, о чем идет речь. Итак, запускаем Sharp Develop, идем в меню «Файл» и создаем новое решение Solution. На самом деле все очень похоже на Microsoft Visual Studio, и потом этот проект, который мы создадим в Sharp Develop, при желании вы можете просто открыть Visual Studio, и все должно работать. Выбираем Windows Application, выбираем путь, где будет лежать наш проект. Пусть у меня будет это диск D, дата, C#. Создадим новую папку и назовем ее генератор или просто Gen. Обзываем наш проект как-нибудь Arduino Gen. Sharp Develop для нас создал новое приложение. Его можно сразу откомпилировать и запустить. Вот таким вот образом, нажав на кнопочку Play,
мы видим, что у нас все работает. Программа с установщиком размером 13 мегабайт заменяет нам в данном случае огромную Visual Studio, которая заняла бы, наверное, столько же гигабайт. Конечно, не для всех приложений, особенно для современных приложений каких-то под Windows, мы можем использовать Sharp Develop, но в данном случае быстро написать какую-то маленькую программу для общения с нашим самодельным устройством на Arduino — это вполне даже отличное решение. Давайте откроем мое приложение на Delphi, чтобы сделать примерную копию интерфейса, ну и перенести некоторые процедуры с их логикой. Вот он, этот проект Arduino Square генератор. Вы могли его скачать на моем сайте. Исполняемый файл. Вот он. Что-то такое же сделаем на C#. Это у нас окно с кодом. И вот здесь внизу у нас в этом окне есть две вкладки. Это Source, то есть текст программы. И есть вкладочка Design. Вкладочка Design — это как раз наше окно будущей программы. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть раз, два, 3 кнопки. Давайте добавим сюда 3 кнопки. Для того, чтобы добавлять какие-то элементы на форму нашей программы, заходим, вот здесь внизу есть вкладочка Tools. Нажимаем Tools. Нам нужна вкладка Windows Forms. И здесь все элементы управления, которые мы можем использовать в нашей программе. Нам нужна кнопочка. Вот выбираем здесь кнопочку Button. Перетаскиваем ее на окно. Нажимаю я Ctrl-C, Ctrl-V и копирую эту кнопку 3 раза. Одна у нас кнопка будет маленькая, здесь где-то внизу, и 2 больших кнопки. Давайте сделаем вот что. Я, наверное, закрою программу и просто запущу Delphi, чтобы называть наши элементы точно так же, как они названы у меня в коде на Delphi. Так нам будет проще. Открывается Delphi 10.4 Community Edition. Осталось у меня 86 дней моей лицензии. Потом, видимо, придется скачивать уже новую Delphi 11, переустанавливать все компоненты. Иногда я использую Delphi. Открываю наш проект. Здесь я уже смогу смотреть на свой код. Ну и, соответственно, на дизайн на моего генератора. Видите, здесь есть вот такой компонент. Вот эта крутилка или ручка круглая. Когда-то я сам делал этот компонент себе. Довольно давно использовал в своих программах на Delphi. Естественно, сейчас мы не будем создавать такой компонент для C#. Вместо него будем использовать просто обычный движок. Будем вместо круглой кнопки устанавливать частоту движком. Можно, конечно, было бы и нарисовать вот такой компонент, круглую ручку, но я не хочу заморачиваться. В принципе, разницы для работы программы никакой нет. В Delphi точно так же есть кнопка, где мы можем переключаться между дизайном и кодом. Вот здесь я нажал код и попадаю в окно с исходным кодом моей программы. Программа маленькая и код здесь тоже небольшой. Собственно, наша задача сейчас будет все перенести в C#. Давайте зайдем в дизайн, посмотрим, как называется наша кнопка Connect. Выделяем кнопочку Connect. В свойствах компонента вот этой кнопочки можем найти свойство Name. Кнопка называется BTN Connect. Копируем, переходим в Sharp Develop, выделяем опять же кнопку, ищем ее свойство Name и сюда вставляем BTN Connect. Окей. Смотрим вторую кнопку, как она называется. Видимо, BTN Disconnect. Да. Копируем, чтобы было быстрее. Выделяем здесь имя, подставляем BTN Disconnect. Поменяем надпись на кнопке. Это свойство текст. Напишем здесь Connect большими буквами. А здесь напишем Disconnect в свойстве текст. Disconnect. У нас здесь есть еще выпадающий список, в котором программа у нас выводит список всех существующих на нашем компьютере COM-портов. Это необходимо для установки того COM-порта, на котором будет висеть наша платка Arduino. Здесь в C# у нас есть элемент, который называется Combo Box, точно такой же, как и в Delphi. Перетаскиваем его на форму, вводим его название. Для комбо-боксов у меня префикс CB. Называем элемент CB порт. Третья кнопка у нас называется кнопка ОК. Давайте так ее и назовем. BTN
ОК. Пусть будет так. И текст на кнопке у нас будет просто ОК. Вот такая вот кнопочка. Давайте перейдем в Delphi и посмотрим. У нас здесь есть еще 6 радиокнопок. Хорошо, добавим 6 радиокнопок. Для того, чтобы радиокнопки правильно работали, нам нужно добавить еще здесь вот такой компонент, который называется Groupbox. Поскольку у нас нет круглой ручки такой для регулировки частоты, поэтому в C# мы будем делать программу как бы в таком вот расположении, больше в горизонтальном. У нас будет здесь полоса прокрутки. Поэтому мы радиокнопки расположим по 3. 3 и 3. Вот она, наша радиокнопка Radio Button. Добавляем первую, вторую. Хотя можно даже в 3 столбика расположить. Наверное. Так я и сделаю. И вот здесь каждую радиокнопку нужно подписать. Вот таким образом, как здесь. Давайте запустим наше приложение на выполнение. Нажмем на зеленую кнопку Play. Открывается окно нашей программы. Кнопки у нас пока что ничего не делают. Выпадающий список у нас пустой, но нам нужно проверить, правильно ли работают наши радиокнопки. Кнопки должны включаться по одной. То есть у нас, если мы включаем следующую кнопку, предыдущая должна отключаться. Видите, видим, что у нас все работает правильно. Давайте для красоты переименуем наш вот этот Groupbox. Назовем его диапазон или, может быть, Frequency Range. Диапазоны переключения частоты. Пусть будет так. Колесо изменения частоты. Мы будем заменять его на трек-бар, на компонент трек-бар. Смотрим, что называется у нас это колесо AK1. Давайте добавим сюда трек-бар, компонент трек-бар. Вот. Растянем его на все окно. Чем длиннее он будет, тем точнее мы сможем устанавливать значение частоты. Ищем минимальное значение. Оно должно быть у нас равно единице, а максимальное у нас будет равно 1000. Запустим программу и посмотрим. Вот у нас есть трек-бар, и мы можем передвигать ползунок. Дальше. В Delphi у нас есть вот такой компонент. В Delphi он называется Spin Edit. Здесь он позволяет нам либо вручную напечатать значение частоты, потом нажать ОК, и генератор будет выдавать нужную нам частоту, либо вот этими маленькими стрелочками, пимпочками изменять частоту по 1 Гц, с шагом в 1 Гц. В C# у нас этому компоненту Spin Edit соответствует компонент, который называется Numeric Up-Down. Вставляем его на нашу форму. Чтобы он стал больше, нам нужно изменить фонт, то есть шрифт, сделать ему шрифт больше. Как вот здесь. Видите, здесь у меня все крупно и красиво, а здесь в C# у меня все мелко. При желании вы сами можете везде поменять шрифт на более крупный, и тогда у вас все будет крупнее. Я заморачиваться не буду. Я сейчас поменяю просто шрифт только вот здесь на компоненте Numeric Up-Down. Выделяем этот компонент, и здесь справа в его свойствах находим фонд. У меня здесь размер какой-то стоит странный 8.25. Давайте поставим, ну скажем, 14. Теперь вот у нас стало так красиво. Нам нужно прописать еще свойство. Максимум у нас будет 8 миллионов, потому что наш генератор может выдавать 8 МГц максимальную частоту. Минимум будет у нас 1. Это 1 Гц, и инкремент, то есть шаг, с которым будет изменяться значение при нажатии вот на эти кнопочки, у нас будет равен единице. И вот сейчас мы можем вот так вот кнопочками менять значение, либо мы можем вручную написать 8 миллионов, скажем, 8 МГц. Видите, все прекрасно входит в это окошко. Преимущество этого компонента состоит в том, что мы сюда не можем ввести какие-то другие символы, кроме цифр. Если бы это было обычное окно редактора, компонент Edit, он воспринимает все символы, и нам пришлось бы в программе, в коде, как говорится, отсеивать ненужные символы, проверять,
не нажал ли человек вместо цифры какую-то букву. Мы здесь должны иметь возможность вводить именно только цифровые значения какие-то, но ни в коем случае не буквы, не какие-то запятые и так далее. И вот этот компонент и в Delphi, и здесь в C#, он автоматически отсеивает все символы, кроме цифр. Так, и кнопочка ОК должна быть у нас вот здесь. Потому что алгоритм работы такой: мы печатаем здесь какое-то значение частоты, потом нажимаем ОК, и эти данные передаются в плату Arduino. Я забыл назвать наши компоненты, дать им правильные имена. Опять же, как я и говорил, имена я буду давать такие же, как у меня в программе на Delphi, чтобы облегчить перенос кода. Вот это колесо у нас называется АК1. Давайте вот эту полосу прокрутки также назовем АК1. Свойство name, и здесь я прописываю АК1. Вот этот компонент Spin Edit в Delphi называется у меня SE-Frec, то есть Spin Edit Frequency, частота. Также я его и назову в C#. Заменяем нумерик up-down на SE-Frec. Все. И кнопка у нас уже названа правильно, ОК, так она и называется. Здесь еще у нас есть компонент, это label, то есть просто надпись. Этот label здесь показывает значение частоты, то есть мы это вводим всю частоту здесь в герцах. Наш генератор воспринимает значение только в герцах. Чтобы здесь ввести частоту, например, 1 МГц, нам нужно пропечатать 1 миллион. Если 1 кГц, то надо пропечатать 1000. Программа должна пересчитывать в более удобное значение, герцы, килогерцы, мегагерцы, и выводить на форму вот в этом компоненте, вот в этой label. Это просто надпись. Давайте добавим сюда тоже надпись. Посмотрим, как называется у нас эта надпись здесь в Delphi. LB-Frec. Скопируем это название, перейдем в C# и добавим компонент label. Вот он у нас здесь. Добавили его сюда. Имя по умолчанию заменяем на LB-Frec. И нам здесь нужно поменять размер шрифта тоже. Идем, ищем вот здесь свойство фонд. Сделаем покрупнее. Пусть будет там 18, скажем, размер шрифта. Вот такой вот. И попробуем поменять ему цвет. В Delphi зеленого цвета эта надпись, поэтому здесь тоже сделаем зеленый. Лучше, наверное, темно-зеленый. Я хочу вот такой темно-зеленый, да? Посмотрим. Да, здесь вот тоже темно-зеленый. Давайте запустим. Посмотрим на нашу программку. В окне этой программы есть все нужные нам элементы дизайна, так сказать. Но они пока что ничего не делают. Мы с вами сделали только дизайн программы. Можно поменьше это окно сделать, покомпактней. С интерфейсом у нас практически все. Что бы я хотел еще сделать, наверное, сделать жирный шрифт на кнопочках, чтобы было красивее. Жирный шрифт. И вот здесь на радиокнопках сделаю шрифт покрупнее. Теперь мы можем заняться кодом. Здесь с помощью ключевого слова using мы добавляем в наш проект namespace, то есть пространство имен. Это тоже очень похоже на Delphi. В Delphi есть такой раздел uses, где мы тоже объявляем, подключаем разные файлы библиотечные. А здесь у нас using в C#. И для успешной работы с COM-портом нам нужно добавить здесь несколько пространств имен. Причем нам не нужно устанавливать каких-то дополнительных компонентов, как это я делал в Delphi. Вы можете видеть в Delphi у меня вот здесь есть сторонний компонент, который называется bcom-port. Он скачивается в интернете и добавляется в Delphi, устанавливается здесь. В C# нам ничего постороннего не нужно. Ну, ради справедливости надо сказать, что и в Delphi можно программировать COM-порт, работать с COM-портом без добавления сторонних компонентов с помощью Windows API. Но это не очень удобно. А в C# есть встроенный класс, который позволяет нам очень удобно работать с последовательными портами. Пишем using system. Вот у нас здесь возникает всплывающая подсказка. Используем .io, то есть in-out, .ports. И еще одна нам нужна строка. Вот это вот копируем. Using system.io. И вставляем сюда. Вот так. Так, здесь, естественно, в конце строки, так же как и в Delphi, нам нужно ставить точку с запятой. Обратите внимание, что для запуска программы у нас есть здесь две кнопки.
зеленых. Вот это закрашенная зеленая кнопка и не закрашенная. Закрашенная кнопка – это компиляция и запуск нашей программы с отладчиком. Когда мы запускаем с отладчиком, мы можем отлаживать нашу программу, устанавливать здесь точки останова, вот так, breakpoints. Вторая кнопочка, вот эта, зеленая кнопочка без заливки, она компилирует и запускает нашу программу без подсоединения отладчика. Это происходит гораздо быстрее. Видите, программа запускается сразу. Если я нажимаю на запуск с дебаггером, то проходит больше времени перед тем, как программа запустится. Но мы можем отлаживать программу. Вообще язык C# несколько напоминает Delphi, наверное, потому что у этих двух языков общий архитектор, некий Андерс Хелсберг. Поэтому, если вы когда-то программировали на Delphi, потом решили освоить C#, то, думаю, вам будет не так сложно. В любой программе есть какой-то участок, который отвечает за инициализацию разных вещей внутри программы, который выполняется один раз во время запуска программы. Например, если мы программируем под Arduino, то для этого служит такая функция void setup. Поскольку мы с вами электронщики, то я привожу как бы аналогию из мира Arduino. Все подготовительные операции, которые должны выполняться у меня в программе один раз во время запуска моей программы, они сосредоточены в процедуре, процедуры, функции. В Delphi есть разница между процедурами и функциями, а, например, в языке C у нас есть только понятие функции. В Delphi процедура — это функция, которая не возвращает никакого значения. Она в Delphi называется процедура. Собственно, это даже функция, которая в языке C возвращает значение void, то есть никакого значения. То, что в языке C начинается со слова void, в Delphi просто называется процедура. На Delphi у нас есть наша форма, то есть вот само окно программы — это форма. И форма, как и все вот эти компоненты, форма является тоже компонентом нашей программы. И у этой формы есть некоторые свои свойства, и у нее есть события. То мы можем посмотреть ее свойства. Вот здесь это свойство, а здесь у нас события. События — это реакция программы на какие-то другие действия. Когда я нажимаю на кнопку ОК, происходит событие. Этому событию в Delphi соответствует процедура. Вот она, процедура. Она называется tform. 1, точка, то есть название нашей формы, точка, button send click, то есть событие по щелчку на кнопки. Это то, что происходит вот по нажатию на кнопку ОК, скажем. Да, вот дважды я кликаю и попадаю в событие. Соответственно, у нашей формы, у самого окна программы есть тоже некоторые всякие разные события. И вот если мы здесь кликнем на слово Events, мы попадаем в список событий, которые есть у нашей формы, у нашего окна. У нее есть события на щелчок мыши, у нее есть события на закрытие этой самой формы. То есть, когда мы закрываем форму, пользователь закрывает форму, кликает вот на этот крестик закрытия окна, то возникает вот это событие, и мы можем в программе как-то обработать этот факт того, что человек нажал на кнопку закрытия программы. Например, перед закрытием нашей программы или окна сохранить какие-то данные на диске. И вот здесь в нашей программе в Delphi используется одно единственное событие, которое очень важное, оно называется вот onCreate, то есть это событие, которое возникает в момент создания формы. То есть когда пользователь запускает нашу программу, операционная система создает окно программы, и когда окно программы уже полностью создано, полностью созданы все вот эти компоненты, которые являются дочерними к нашему окну программы, вызывается вот это событие onCreate. Да, вот оно, это событие. Мы прописываем то, что должно происходить в момент создания главного окна нашей программы. Самое главное, что мы должны сделать в момент запуска программы, мы должны проверить, какие последовательные порты есть на нашем компьютере. Чтобы получить список всех доступных последовательных портов, которые есть у нас на компьютере, мы вызываем процедуру enum-com-ports, которая является частью сторонней библиотеки bcom-port. В качестве параметра мы передаем в процедуру переменную, которая содержит список строк.
А библиотечная процедура в ответ передает в этом списке нам как раз список доступных портов в компьютере. Кстати, это нормальная практика в Delphi передавать в процедуры какие-то параметры по ссылке, вместо того, чтобы использовать функции и возвращаемые ими значения. В данном случае в качестве списка я напрямую использую список строк нашего выпадающего списка. Вот этого CB-порт, это выпадающий список, и у него список вот этих элементов, он как раз представляет собой список строк. Давайте перейдем в C#. И здесь точно так же, как в Delphi, в C# у формы есть вот здесь разные свойства. Например, вот сейчас я выделил кнопочку, здесь есть свойство кнопочки, но если я кликну где-то по свободному пустому месту на форме, на самом окне программы, то здесь появится свойство именно самого окна программы. Точно так же, как в Delphi, здесь есть вот такая вкладочка, которая называется Events, события. Какие события есть у формы. Нажимаем на Events, попадаем вот сюда в список события формы. У нас есть событие, которое вызывается на создание формы. Только здесь, в C#, оно называется событие Load. Не Create, как в Delphi, а Load. Находим здесь событие Load и дважды кликаем по нему мышкой. И Sharp Develop создает для нас заготовку обработчика события на загрузку формы. Лучше, конечно, комментировать код всегда, приучиться комментировать свой код, чтобы потом было понятно. Комментарии здесь в C# точно так же, как и в Delphi, делаются с помощью вот такого двойного слэша. Точно так же, как в Delphi. Создание компорта. Тип нашей переменной будет serial port. Есть такой тип, встроенный в то пространство имен, которое мы подключили в начале программ. Пишем serial port. И даже подсказочка у нас сразу подсказывает нам, что есть такое слово. Дальше делаем пробел и вводим имя нашей переменной, которая будет содержать экземпляр класса или объект. Ну, давайте назовем его my serial port. И сразу создаем объект comport. Пишем равно new serial port и две скобочки. Можем запустить нашу программу. Она запускается, никаких ошибок нет. Где-то там у нас в памяти нашего компьютера уже создался объект, готовый к работе, объект serial port. Основной параметр работы последовательного порта — это, конечно, скорость передачи данных. Наш генератор на основе платы Arduino работает на скорости 9600. Теперь мы уже используем вот эту переменную mySerialPort. Давайте просто ее скопируем и вот сюда вставим. Точка, свойство baud rate. Вот оно, свойство baud rate — это как раз скорость передачи данных. Пишем равно 9600. Опять берем нашу переменную, копируем mySerialPort, Ctrl-C, Ctrl-V, точка, и выбираем вот этот параметр DataBits. DataBits пишем равно 8. У нас 8 бит данных. Также у нас есть вот такой параметр, который называется PortName. Это строка символов, поэтому пишем в кавычках, в двойных кавычках. Пусть это будет COM1. На большинстве современных компьютеров, наверное, вообще нет никаких последовательных портов. Но если мы воткнем такой эмулятор COM-порта в виде флешки, специально есть такие устройства, то появится какой-то COM-порт. Или мы подсоединим плату Arduino к нашему компьютеру. Можем здесь вообще ввести пустую строку вот так вот. Видите, у нас возникает ошибка. То есть здесь не может быть пустой строки. Поэтому мы оставим COM1. Теперь нам нужно получить список имеющихся у нас портов. Или портов. Лучше, наверное, сказать портов, чем портов. У нас есть компонент CB-порт, вот этот комбо-бокс. Для начала его очистим, он у нас и так пустой, но на всякий случай это делать. Вдруг мы захотим потом как-то усовершенствовать программу. Items, Clear.
очищаем наш комбо-бокс и начинаем проверять наши COM-порты. Для этого нам нужен цикл. Используем цикл for each. For each. Объявляем здесь в цикле переменную s типа string. String. Переменная будет так и называться s. Пишем in serial port и метод getPortNames. Обратите внимание, что здесь мы обращаемся не к нашей переменной, которая содержит экземпляр нашего COM-порта, то есть myCOM-port, а непосредственно к методу класса. Этот метод как раз и возвращает нам список имеющихся на компьютере COM-портов. В каждой итерации добавляем название порта в наш CB-порт, COMBO-box. CB-порт, items, add. И добавляем нашу переменную, содержимое нашей переменной s. Собственно, это уже должно работать, если мы все написали правильно. Давайте запустим программу. И мы видим, вот, у нас появились два COM-порта, которые есть у меня на компьютере. Я также хочу, чтобы вот здесь, в комбо-боксе, после открытия программы сразу что-то показывалось. Видим, что по умолчанию у нас здесь пусто. Мы просто добавили внутрь этого элемента в его список наши два COM-порта, но чтобы какой-то появился здесь, нам нужно сперва его выбрать. Хотя, может быть, с другой стороны, хорошо, что здесь сначала ничего нет, потому что нам нужно выбрать COM-порт сначала. Давайте пойдем другим путем. Выберем наш комбо-бокс. В его свойстве текст пропишем select COM-порт. Я думаю, это будет правильно. Приглашение пользователю выбрать какой-то COM-порт, потому что без этого у нас ничего работать не будет. Давайте посмотрим. Да, у нас есть запрос «Выберите COM-порт», и мы выбрали COM-порт. Потом мы должны нажать на кнопку Connect и соединиться с этим COM-портом. Пока еще у нас это не реализовано. Кроме того, пока не забыл, давайте еще настроим форму нашего приложения. Видите, когда я запускаю программу, она открывается вот здесь, в левом верхнем окне нашего экрана. Я хочу, чтобы программа всегда запускалась здесь, в центре экрана. Давайте выделим нашу форму и в свойствах найдем ее свойство Start Position. По умолчанию здесь выбрано Windows Default Location. Вот это как раз и есть в левом верхнем углу по умолчанию. Выберем здесь Center Screen. Теперь запускаем. И у нас программа открывается в центре экрана. Это гораздо приятнее. Дальше, видите, еще какой момент. Я могу изменять размер окна нашей программы. Мне это тоже не нужно. Выглядит некрасиво. Нам нужно запретить пользователю изменять размер окна нашей программки. То, что нам нужно, свойство Form Border Style. По умолчанию стоит Sizable. Это значит, что пользователь может изменить размер окна. Мы выбираем здесь Fixed Single. Запускаем, и теперь, видите, мы не можем изменить размер окна. Однако мы можем вот так вот развернуть его на весь экран. Хотелось бы от этого тоже избавиться. По сути, нам нужно оставить только вот эту кнопку, которая закрывает окно и нашу программу. Для этого давайте обратимся к тому же самому свойству Form Border Style и выберем здесь Fixed to Window. И видим, что у нас все здесь исчезло, остался только крестик, кнопочка с крестиком, то есть закрытие программы. Вот как раз это то, что нам нужно. Закрыли, и все. Итак, у нас есть кнопка Connect, которая позволяет соединиться с COM-портом, и есть кнопка Disconnect. Я хочу сделать так, что пока не выбран какой-либо из COM-портов, обе эти кнопки были бы недоступны, потому что нет никакого смысла открывать или закрывать COM-порт, если он не выбран. А в случае, если на компьютере вообще нет ни одного COM-порта, здесь высвечивалась бы соответствующая надпись. По умолчанию обе эти кнопки должны быть недоступными. Давайте это сделаем, изменив соответствующее свойство. Для этого служит свойство Enable. По умолчанию оно установлено в True. Я поставлю False. И Disconnect тоже поставлю False. Запускаем программу и видим, что кнопки у нас стали серые и они не нажимаются. Давайте скопируем наш CB-порт.
.items count. Есть такое свойство count, которое показывает, сколько элементов у нас в списке в комбо-боксе. Здесь напишем if условие, if cbport.items.count равно нулю. Это надо взять в скобки. Если у нас свойство count равно нулю, значит программа не нашла на нашем компьютере ни одного COM-порта. Если у нас нет ни одного COM-порта, значит мы пишем в cbport текст равно no COM-ports. Проверить эту ситуацию я не могу на данном компьютере, потому что у меня здесь есть COM-порты. У нас здесь есть два COM-порта. Но как мы можем проверить? Не удалять же мне из компьютера временно COM-порты, потом снова их инсталлировать. Можно сделать и так, но можно поступить проще. Мы с вами можем просто закомментировать вот этот цикл for each, где у нас программа ищет COM-порты. То мы сымитируем ситуацию, что у нас на компьютере нет ни одного COM-порта. Комментируем и запускаем нашу программу. У нас появилось сообщение no COM-ports и, соответственно, список у нас пустой. Поскольку у нас no COM-ports, то работа с программой не имеет никакого смысла. Наверное, по-хорошему нужно сделать неактивными и все вот эти органы управления по умолчанию. В случае с радиокнопками нам нет необходимости для каждой из нее устанавливать свойство enable false. Кнопки находятся в groovebox, они являются для него дочерними элементами, поэтому просто установим у groovebox свойство enable false. Движок тоже делаем disable, и вот эту кнопку тоже делаем недоступной. Enable ставим false. Пусть у нас все будет недоступным, если у нас не открыт ни один COM-порт. False. Вот так выглядит наша программа, когда у нас нет на компьютере ни одного COM-порта, либо мы не соединились пока еще с COM-портом. На этом я закончу первую часть. Смотрите следующий ролик в плейлисте. Ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Все файлы и все ссылки вы найдете в описании к этому видео. До свидания, друзья. Всех благ, а я пойду в бар.